Всем добрый день, приветствую вас на своем канале, меня зовут Олеся. Давайте сегодня приготовим супер простой, наверное, самый простой, который только может быть, бисквитный рулет. И тем не менее он очень вкусный и всегда получается. Итак, что потребуется? 100 грамм муки, я ее уже просеяла, 100 грамм сахара, 2 пакетика ванильного сахара по 10 грамм. Если не хотите использовать ванильный сахар, берите просто 120 грамм обычного сахара. 100 миллилитров масла растительного и 5 яиц средних, не супер крупных, но и не мелких. И одна вот такая вот чайная ложечка под нож разрыхлителя. Первым делом включаем духовку, потому что готовится буквально все за минутки. Ставим на 200 градусов. Приготовим сразу лист, где будем выпекать. Я взяла лист размером 30 на 40 и застелила его пергаментной бумагой. Сразу можно добавить разрыхлитель в муку, перемешать, а ванильный сахар всыпать в обычный сахар. И тоже пока отставить в сторонку. Первым делом берем яйца и добавляем щепотку соли. Миксер и взбиваем до увеличения в объеме. Просто яйца сначала, без сахара. Немного вот так взбили до пены. И берем сахар, добавляем по чуть-чуть, всыпаем. Продолжаем взбивать. Я остановилась просто, чтобы вам пояснить. Вы не останавливаетесь, просто берете сахар и по чуть-чуть всыпаете. И взбиваете достаточно длительно, может быть минут 5. До хорошего такого увеличения в объеме и практически побеления массы. Вот такая должна получиться приблизительно масса. Посмотрите, она практически побелела. Одну минутку позбивать и бросить здесь не пойдет. Просто берите себе таймер, чтобы не ошибиться. Прям ставьте 5, 6, 7 минут приблизительно. Зависит от мощности миксера. У меня миксер мощный, 360 с чем-то там ватт. Поэтому мне достаточно 5 минут. Вот сейчас я даже 5,5 минут взбивала. Вот в такую вот хорошую кремовую пушистую массу. Теперь берем растительное масло и, продолжая взбивать, будем вливать тоненькой струйкой. Взбивала я сейчас вместе с маслом на минимальной скорости. Так, ну и все, остался у нас последний ингредиент, это мука с разрыхлителем. Просто за один прием просеиваю еще раз, она была уже просеяна, но еще раз просеиваю. И уже не миксером, а венчиком перемешиваю. Мешать здесь уже долго не нужно, просто чтобы не было комков. Не страшно, если вы энергично несколько раз размешаете вот в одну прям вот как бы вот такими, казалось бы, ненужными для бисквита движениями, но этот способ работает. Если вы посмотрите американских кулинаров профессиональных, есть такой даже способ введения муки в бисквит, когда ставится вот так просто под прямым углом венчик или лопатка, всыпается вся сразу мука и резкими вот такими крестообразными движениями вводится в тесто. И оно остается воздушным и нету там никаких комков. Вот посмотрите. И все, выливаем его на лист. Духовка уже разогрета у нас. Была на 200 градусов. Уменьшаем на 180 и ставим выпекать.
И важно также равномерно распределить тесто по листу, потому что чтобы бисквит был одинаков по толщине. Я часто тоже этим грешу. Неравномерно бывает, где-то какие-то края распределяю. Поэтому вот так как-то его пошевелите, понаклоняйте немножечко перед выпечкой. Доставать лучше всего на полотенце на чистое, слегка присыпанное сахаром. Буквально 1 чайную ложечку просто вот так подсыпаем на полотенце. Для того, чтобы бисквит не прилип. Почему не на бумагу лучше для выпечки? Потому что могут отсыреть верхние корочки, отвалиться, может немножко слегка прилипнуть к бумаге бисквит. На полотенце, по крайней мере, по моему личному мнению, лучше всего. Вот у меня пикает таймер, ровно 10 минут выпекался при 180 градусах. Вот такой вот он пышный, румяный. Переворачиваем его вместе с бумагой вот таким вот образом и снимаем аккуратно. Если не снимается, проходимся влажной салфеткой по бумаге. И еще потребуется, не обязательно, по желанию, 1 столовая ложечка сахарной пудры. Присыпаем сахарной пудрой. И вместе прямо с полотенцем берем и сворачиваем рулет. Он все замечательно легко свернется, он такой эластичный, хороший. Ничего ломаться не будет. Заворачиваем. И в таком виде, вот в таком вот рулете, полотенце прям оставляем остывать. Единственное, что я сделаю еще, все-таки положу его на решетку вместе вот так вот с полотенцем, чтобы вот не мокрел, не отпыхал от жара, от стола, от пластика, от покрытия. Я взяла, постелила пленку, потому что, не знаю, может быть, покладу этот рулет в холодильник. Когда вы его приготовите, смажете джемом каким-то, можно просто завернуть его в пленку, так как конфету такую огромную, и положить в холодильник, если вы не планируете его там в ближайшее время употреблять. Такой вот он еще слегка тепленький. Видите, он прекрасно держит свою форму. Запомнил в горячем виде свою форму. И прекрасно ее повторяет теперь. Смазывать я буду рулет вот таким вот абрикосовым вареньем. Почему у меня такое белое, как пена? Я люблю его взбить блендером. Тогда вот оно становится вот такое вот. Оно у меня было, кстати, кусочками. Джема у меня не оказалось. А вообще классика, конечно, яблочным повидлом смазать такой рулет. Ну и абрикосовый джем будет в самый раз. Просто промазываем рулет. Я взяла 6 или 7 ложек. И сворачиваем назад рулет. Сыплю-ка я еще пленку с сахаром, чтобы он не прилип. Его в холодильник. А вообще, конечно, можно выкладывать на блюдо, и пусть не буквально минут 20-30 пропитается, и можно сразу есть. Рулет у меня полежал пару часиков в холодильнике. Я взяла, растопила 40 грамм шоколада с 1 столовой ложечкой растительного масла. Топила в микроволновке сразу вот так в пакетике.
И можно просто нарисовать полосочки. А можно вообще присыпать сахарной пудрой. Это уже по вашему желанию. Я хочу. Я хочу. Кстати, не стала убирать вот эту пленку, в которую он был у меня завернут. Сейчас я верну его в холодильник, чтобы застыл шоколад. И потом уже сниму его с пленки, чтобы был чистый поднос. Можно теперь разрезать и посмотреть, какой он нежный на разрезе. Вкусный. Вообще этот рулет очень удачный рецепт. Подходит для любых абсолютно начинок. Можете любой крем использовать, не обязательно джем. Поближе показать. Он очень нежный, не сухой. Всем желаю вкусных, удачных, бисквитных рулетов. До скорой встречи на моем канале. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайк, оставьте комментарий. Пока!